Ну стоит ли богатым быть, чтоб вкусно никогда не съесть, не спить и только деньги лишь копить? Да и на что? Умрем, ведь все оставим. Мы только лишь себя и мучим, и бесславим. Нет, если б мне далось богатство на удел, не только бы рубля я б тысяч не жалел, чтоб жить роскошно, пышно, и о моих пирах далеко бы было слышно, я даже делал бы добро другим. А богачей скупых на муку жизнь похожа. Так рассуждал бедняк с собой самим, в лачушке низменной, на голой лавке лежа. Как вдруг к нему сквозь щелочку пролез, кто говорит колдун, кто говорит, что бес. Последнее едва ли не вернее, «Из дела будет то виднее», предстал и начал так. «Ты хочешь быть богат? Я слышал, для чего. Служить я другу рад. Вот кошелек тебе. Червонец в нем не более, но вынешь лишь один, уж там готов другой. Итак, приятель мой, разбогатеть теперь в твоей лишь воле. Возьмишь и из него без счету вынимай, доколе будешь ты доволен. Но только знай, истратить одного червонца ты не волен, пока в реку не бросишь кошелька». Сказал и с кошельком оставил бедняка. Бедняк от радости едва не помешался, но лишь опомнился, за кошелек принялся. И что ж, чуть верится ему, что то не сон, едва червонец вынет он, уж в кошельке другой червонец шевелится. Ах, пусть лишь до утра мне счастье продлится. Бедняк мой говорит, червонцев я себе повытаскаю груду. Так завтра же богат я буду и заживу, как сибарит. Однако ж поутру он думает другое. То правда, говорит, теперь я стал богат, да кто ж добру не рад? И почему бы мне не быть богаче вдвое? Неужто лень над кошельком еще провесть хоть день? Вот на дом у меня, на экипаж, на дачу, но если накупить, могу я деревень. Не глупо ли, когда случай к тому утрачу? Так удержу чудесный кошелек, уж так и быть, еще я поговею. Один денек. Впрочем, ведь пожить всегда успею. Но что ж, проходит день, неделя, месяц, год. Бедняк мой потерял давно в червонцах счет, меж тем он скудно ест и скудно пьет. Но чуть лишь день, а он опять за ту же работу. День кончится, и по его расчету ему всегда чего-нибудь недостает. Лишь кошелек нести сберется, то сердце у него сожмется. Придет к реке, воротится опять. «Как можно, — говорит, — от кошелька отстать, когда мне золото рекою само льется?» И, наконец, бедняк мой посидел, бедняк мой похудел. Как золото его, бедняк мой пожелтел. Уж и о пышности он боли не смекает. Он стал и слаб, и хил. Здоровье и покой, утратил все, но все дрожащей рукой из кошелька червонцы вон таскает. Таскал, и чем же кончил он? На лавке, где своим богатством любовался, на той же лавке он скончался, досчитывая свой 9-й миллион. Мораль басни Ивана Крылова. Бедный богач заключается в том, что жадность и стремление к бесконечному накоплению богатства без разумного их использования приводит к потере самых важных вещей в жизни – здоровья, покоя и счастья. Главный герой, получив чудесный кошелек с бесконечным запасом денег, мечтал о роскошной жизни и помощи другим. Однако его одержимость накоплением превратила эти мечты в иллюзию. Вместо того, чтобы наслаждаться богатством или помогать окружающим, он посвятил всю свою жизнь бессмысленной жадности, которая привела к одиночеству, бедствиям и смерти. Басня подчеркивает, богатство само по себе не приносит счастья, если оно становится самоцелью. Настоящая ценность в жизни заключается в умении использовать то, что у тебя есть, для своего блага и блага других, а не в накоплении ради накопления. История знает немало примеров людей, которые, подобно герою басни Крылова, страдали от чрезмерной жадности или одержимости накоплением богатства, что в итоге приносило им больше бед, чем пользы. Вот несколько примеров. Американский нефтяной магнат Джон Пол Гетти, один из первых миллиардеров в истории, стал известен своей крайней бережливостью, что делает его схожим с героем басни Крылова «Бедный богач». Несмотря на колоссальное состояние, Гетти отличался стремлением к экономии. Например, в холле своей резиденции он установил платный телефон-автомат, чтобы рабочие, занимавшиеся строительством поместья, не злоупотребляли звонками домой. Кроме того, Гетти старался сберегать деньги и в повседневной жизни. Приятели предпринимателя рассказывали, что он нередко приходил на мероприятия в ожидании, когда цена на билет снизится на 50%, никогда не оставлял чаевых, годами донашивал старые костюмы и даже повторно использовал полученную почту.
Трагическая история его семьи только усиливает это впечатление. Когда похитили его внука Джона Пола Гетти III и потребовали выкуп, Гетти отказался платить. На вопросы прессы он ответил: «У меня 14 внуков. Если я выплачу выкуп за одного, вскоре похитят и остальных». Даже после того, как похитители прислали отрезанное ухо внука в доказательство своих намерений, Гетти согласился выделить лишь минимальную сумму. Чтобы покрыть оставшуюся часть, он предоставил своему сыну Джону $800 тысяч под 4% годовых. Американская финансистка XIX века Хэтти Грин, известная как «Ведьма с Уолл-стрит», стала символом крайней скупости. Несмотря на огромное состояние, которое в пересчете на современные деньги составляло около $4 миллиардов, она жила крайне скромно. Ходили слухи, что Грин не пользовалась горячей водой и отключала отопление, а у изношенного платья стирала только самые маркие части, вроде подола, чтобы сэкономить на мыле. Ее крайняя бережливость стала причиной трагедии. Когда ее сын сломал ногу, она отказалась оплачивать квалифицированное медицинское лечение, предпочитая искать бесплатную помощь. В результате этого промедления ногу пришлось ампутировать. Герой романа Бальзака Евгения Гранде, Феликс Гранде, богатый и влиятельный винодел, является воплощением скупости. Несмотря на огромное состояние, он ведет крайне аскетичный образ жизни и заставляет свою семью жить в бедности. Все его чувства сосредоточены на золоте. Для него счастье – это владеть золотом и по ночам пересчитывать золотые монеты. Когда он узнает, что Евгения отдала свое золото кузену Шарлю, он наказывает дочь, сажая ее на хлеб и воду. От огорчения мать Евгении, жена папаши Гранде, заболевает и умирает. Гранде опечален потерей жены, но его по-настоящему потрясает другое. После смерти госпожи Гранде Евгения, как наследница, может потребовать раздела имущества, и тогда он лишится части состояния. В 82 года папашу Гранде разбивает паралич, но он продолжает следить за тем, как дочь получает платежи от арендаторов. Все свое время он проводит в кресле возле двери в маленький кабинет, где хранится его золото. Пока у него хватает сил открыть глаза, он тревожится о своих луидорах и требует, чтобы дочь раскладывала их перед ним на столе. Деньгам посвящены и его последние слова, обращенные к дочери. «Береги золото, береги. Ты дашь мне отчет на том свете. Спасибо, что досмотрели до конца. Если вам понравился обзор басни Крылова «Бедный богач», не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Делитесь своими мыслями о морали этой басни в комментариях, а также расскажите, знаете ли вы примеры других известных людей или даже своих знакомых, чье поведение напоминает героя этой басни. До новых встреч!